Казалось бы, науку сейчас не может удивить ни один феномен. Но природа иногда творит такие чудеса, которые не поддаются человеческому разуму. В этом видео я собрал 10 мест из многих на планете, которые просто невозможно объяснить с точки зрения логики и здравого смысла. Самые продвинутые ученые до сих пор разводят руками, не находя вразумительного объяснения. Сонная деревня Калачи. Деревня находится в Казахстане, и с 2013 года местные жители стали жаловаться на сонливость, галлюцинации и потерю памяти. Мужчины и женщины всех возрастов засыпают при любых обстоятельствах – за рулем, на работе или во время ходьбы. Ученые предположили, что эти симптомы могут быть связаны с радиационным отравлением, которое возникло из-за близости деревни к урановому руднику. Но результаты анализов не подтвердили теорию. Оказалось, что в крови у людей совсем нет следов радиации. Кстати, соседние деревни расположены еще ближе к руднику, но там жители ничего не знают о подобных симптомах. Ученые до сих пор не нашли объяснения этому феномену, а правительству Казахстана только и осталось, что порекомендовать людям эвакуироваться. Загадочные круги в Намибии. Ученые до сих пор не могут сказать что-либо внятное о странном феномене, который встречается в степях Намибии на юге Африки. Там на траве высечены тысячи идеально ровных кругов диаметром от 3 до 20 метров. Внутри них не растет ни травинки. Все попытки найти этому разумное объяснение с треском провалились. Например, в 2013 году один из ученых предположил, что причиной образования загадочных кругов могут быть термиты. Но уже через 2 года на местности провели эксперимент, и стало понятно, что насекомые здесь ни при чем. Пока почвоведы строят лишь догадки, самые распространенные из которых связаны с бактериями. Таосский гул. Низкочастотный гудящий шум неизвестного происхождения с начала 1990-х годов не дает покоя жителям Таоса. Звук напоминает жужжание газонокосилки или звук телевизора, который издает помехи. Люди сходят с ума от непонятного шума, а ученые уже почти 30 лет пожимают плечами. Кипящая река. В джунглях Амазонии протекает единственная в мире кипящая река – Шанай-Темпишка. Вода здесь очень горячая. Ее температура от 45 до 100 градусов. У животных, попадающих сюда, нет шансов на выживание, они в буквальном смысле оказываются сваренными заживо. Ученые до сих пор не могут объяснить, откуда здесь такая высокая температура. Ближайший вулкан располагается в 700 километрах от реки, а значит, дело точно не в нем. Остается только предполагать, что виной всему горячий источник, который бьет с самого дна реки из-под линии разломов. Огни Хёсдалена. В долине Хёсдалена в Норвегии местные жители постоянно наблюдают по ночам загадочные огни в небе. Они танцуют, меняют форму, мерцают, а потом просто исчезают до следующей ночи. Уже несколько десятилетий этому феномену не находится разумного объяснения. Согласно одной теории, все дело в радиоактивном озере, которое выделяет частицы радона, и именно они становятся причиной возникновения огней. Сторонники другой теории утверждают, что виной всему серная кислота, которая содержится в Земле. Но до сих пор ни одна из теорий так и не нашла научного подтверждения, поэтому об истинных причинах возникновения огней в небе остается только догадываться. Пещера Мавиля. Рабочие на юго-востоке Румынии нашли удивительную пещеру, которая на протяжении 5,5 миллиона лет была скрыта от света. Атмосфера здесь резко отличается от земной, и ученые даже сравнили ее с атмосферой Марса. Но это еще не все. Оказалось, что в пещере есть ход, который ведет к тоннелям с выходом в комнату, заполненную серной кислотой. Воздух здесь горячий и токсичный, но несмотря на это, ученые обнаружили в пещере более 30 новых видов организмов. Они сумели приспособиться к необычным условиям, и больше их не встретишь нигде. Что это за пещера и как она была образована? Ученые до сих пор теряются в догадках. Бесконечная гроза. Оказывается, гроза может вообще никогда не прекращаться. Так происходит в Венесуэле, над рекой Кататумба всегда бушует гроза. Каждый день она начинается в одно и то же время и заканчивается только через 10 часов. Гроза бушует каждый год на протяжении 260 дней, но до сих пор никто так и не смог объяснить феномен. Есть теории, согласно которым явление связано с ураном, залегающим в местных болотах, но точного объяснения ученые дать все равно не могут.
Двойное дерево Касарцо. В Италии, между городами Касарцо и Грана, есть уникальное вишневое дерево, которое растет из другого, тутового дерева. Это сложно было бы назвать феноменом, но это два полноценных дерева с раскидистой кроной, и ни одно из них нельзя назвать деревом-паразитом. Ученые отмечают, что подобное встречается в разных уголках планеты, вот только дерево-паразит всегда слабое и быстро увядает. Почему в Италии происходит по-другому, никто объяснить не может. Плавающий остров Глаз. В болотах Аргентины с помощью сервиса Google Maps был случайно обнаружен странный кусочек земли идеально круглой формы, который находится внутри водоема и занимает 4/5 его площади. Ученые сначала не поверили своим глазам, но когда прибыли на место, оказалось, что озеро с островом реально существует. Пока что науке так и не удалось объяснить, как плавающий остров сформировался и почему он имеет идеально круглую форму. Водопад «Чайник дьявола». Водопад расположен в американском штате Миннесота. Он разделяется на два потока, один из которых попадает в озеро Верхнее. А вот путь второго потока отследить так и не удалось. Он будто растворяется под землей. Хотя движение подземных потоков тоже можно отследить, но в этом случае наука бессильна. Ученые много лет бьются над загадкой, но пока что им так и не удалось понять, куда же попадает второй поток. Загадочный кратер в Сибири. Местные жители называют загадочный сибирский кратер «Гнездо огненного орла» и считают, что этот район связан со смертью. Деревья на нем не растут, а животные близко не подходят. Кратер был впервые зарегистрирован в 1949 году, но его возраст составляет около 500 лет. Откуда он взялся и как, совершенно неясно. Ученые думают и про ядерные взрывы, и даже про падение осколка Тунгусского метеорита, но чаще всего люди науки склоняются к теории о прорыве газов из глубин Земли. На самом деле на нашей планете много странных мест и еще больше феноменов, которые пока неизвестны человечеству. Возможно, когда-то ученые найдут объяснение всем причудам природы, но пока многие вещи остаются неизведанными. Всем огромное спасибо, что вы смотрите мои видео, и если вам они нравятся, не забывайте ставить лайк, ну и куда же без подписки на канал. А также, чтобы вам приходило уведомление о новых роликах, нажимайте на колокольчик. Переходите на мой канал и ищите среди видео то, что вам понравится. Делитесь видео с друзьями, давайте делать мир умнее. Всем спасибо!